Я не продаюсь, это первое. Бабки есть? Куры не клюют. Мы его берем. Крыша решает. Самое неожиданное место для продажи биткоина. Похую. И я какого-то здесь сижу, 3-й час. Гагарин шоу. Может, сделаем паузу все-таки? Всем привет, это Гагарин шоу, 18-й выпуск. И мы снова с вами будем разговаривать о новостях мира криптовалют, финансов и всякой нашей дребедени, которая скопилась в голове за предыдущую неделю. С нами сегодня невероятный чувак. Это музыкальный продюсер TJ Music. Из Харькова. Но сейчас уже живет в Киеве. Но сейчас уже чуть-чуть подбился лавешечкой, конечно, перебрался, потому что он работал с такими невероятными ребятами, как Алена, Никита! Каста и прочие всевозможные имена, которые, значит, звучат на просторах не только постсоветского пространства, но и по всей Восточной Европе, в частности, странам Балтии. Балтии или Балтики? В общем, более подробно в выпуске. Поехали! Заставка. О, можно я вот так вот сделаю? Хлеб, ну Это по очень тебе и так видно. Ну, стильно как бы. А? Сейчас так стильно, понял? Нет, бись, отлично. Бись, да. Но с другой стороны. Знаешь, сразу в кадре обозначиться, чтобы все было ясно, как говорится. Собственно говоря, пришло время начать 18-й выпуск, и сегодня с нами весьма неординарный, весьма известный, но, к сожалению, не в наших криптокругах. И именно поэтому он сегодня здесь, для того, чтобы рассказать о том, что существует невероятно крутая индустрия, где масса своих фишек и инсайдов, где бурлит жизнь, и результаты его трудов однозначно, конечно же, были вами услышаны на просторах СНГ и не только, на радиоволнах, как говорится. И музыкальный продюсер Вадим TJ Music! То, чем ты занимаешься, это прям какой-то вообще невиданный край вообще, потому что, ну, как бы музыкальный продюсер, там, я понимаю, что там что-то происходит, какое-то закулисье после того, как я включаю радио и слышу какую-то песенку, то есть проделывается целый какой-то, да, там... Большой комплекс работ, да. Но прежде чем мы придем к комплексу и к твоей популярности, и к тем невероятным чувакам, с которыми ты работал, хотелось бы немножечко узнать, каким был Вадим TJ. С чего ты начал? В чем твой путь? Расскажи, пожалуйста. Но перед этим всем я хотел бы спросить, ты умеешь петь? Конечно. Кого ты Пожалуйста. Твоя песня, твой хит, самый главный. Самый главный хит. О море, море! Подожди. Як би колись сказала ти мені стати твоїм човном. Понял. Як би колись сказала ти мені. Да? В общем, сперва мы накладываем автотюн, потом мы равняем это все, а потом мы это все соединяем, и получается хит. Одним словом. О, да? Да. Одним словом, что мы, в принципе, работаем Да, над... и у меня есть еще песни, я могу... Смотри. Накалево! Вова, ты же на кастинге. Это уже потом. На самом деле я занимаюсь как раз вот продюсированием артистов, я занимаюсь созданием музыки и песен. То есть ко мне приходят артисты, которые поют вот так, как ты сейчас. Мы накладываем туда автотюн, мы режем, равняем, и получается Леш, суперхит. ты слышишь это, что происходит? Пиздец какой-то. Вот такое закулисье. Всё Сделали очень передачу просто. для того, чтобы вот так вот в лицо мне наплевали. Смотри, это все, конечно, хорошо. Но хотелось бы узнать про тебя, значит, в юношестве. Все началось с того, что я родился в семье музыкантов. Мне повезло, как бы у меня не было выбора абсолютно. То есть меня отдали на фортепиано, и я начал играть, подбирать свою музыку. Еще очень-очень длинная, долгая история, но я не буду рассказывать всю историю, я расскажу Конечно. коротко. Да. Я начал создавать музыку под впечатлением Как ты создавал музыку? Подожди, западной. Создавать Культуры. музыку? Как? Ну, ходил, просто напевал? Нет, я просто брал инструмент и играл, то, как Какой? как я чувствую. Самая интересная история была, это когда все, я помню, играли во дворе на гитарах, играли Цоя, что-то там подбирали, орали арию А мы напомним, Кипелова. наш сегодняшний гость с Салтовки. Короче, я думаю, все тогда помните эту
ситуацию, когда все Потому играли что в на центре гитаре. тогда была «Ветер с моря дул, ветер с моря дул». Я понял. Ветер с моря дул, ветер с моря дул, нагонял беду. Как бы иногда ты можешь просто дать ему его кусочек Да. шоу, вот эти его 90%. Немножко, да, И потом немножко славы. как бы. немножечко себя. Ну, в общем, короче, мы еще тебя услышим, ты еще споешь обязательно. Я просто, знаешь, почему было плохо? Потому что я сидел. А диафрагма сидел? сжатая, конечно. Он сидел? Конечно. Нет, Ты смотри. думаешь, что мне с ним по фене надо? Не, смотри, ты ему можешь сказать, ты можешь спеть, только вне очереди, за бутылочку шампанского моего. И сразу косарик тебе прилетает на приватбанк. А мы с тобой... 2500. А мы с тобой на проценте, да? Мы на проценте работаем. Короче, это мой менеджер, в общем, ну, с ним как бы все решай. Ох, блядь, ты на опасную тропинку зашел. Когда еврейский мальчик-менеджер, смотри, не все проценты могут тебе А, долететь. ты еврей? Не потому что он не поделится, а потому что процент сложный. Понимаешь, что такое? Извини, тут как бы два против всё? одного, как бы... Все, православные братья. Нам было очень интересно услышать про то, как ты пришел Нам к это тому- вам, Владимир Владимирович? Владимир Владимирович! Да, тришечки за шквары все. Ну, Привет. Здравствуйте. Ксюшенька. Ксюшенька. Это не тебе. О, Ксюша, Ну, погоди, я Ксюша тебе в щас футболке Black Star. Да. Мы потом еще вернемся к этому бренду, да? Да, окей. А ты умеешь петь? Ну, конечно, умею. Так, это я просто представляю, как бы это все так продюсеры работают? То есть идешь Мы такой по- ищем, понимаешь, нам Подожди, нужно а ты умеешь найти петь? музу, Да, понял? начни. Нам нужно Ты найти умеешь петь? музу. Ты умеешь петь? Петь не умеешь? Что-нибудь давай, быстренько, слабай. Может, там подрежем где-то. Подрежем. Подрежем, сидеть. Вообще Ты нет? понимаешь? Все, ладно, это смотри. твоя. То- Это еврейская тема, понял? Отрезал. Я ж с вами, чтобы на одной волне, знаешь, типа, Я чтобы не в коннект. курсе о чем. Давайте немножечко ебаем. Давай. Чтобы разговор, как говорится, склеился. Седой граф. Так. Чай. Давай, смотри. Все, что было, неважно. С чего что ты было, начал. то прошло. То прошло. Все. Новая твоя песня. Запишем. Не, на самом деле все очень просто. Когда в тот момент, когда все играли на гитарах и играли во дворе, орали песни, я орал эти же песни только на синтезаторе. Был такой синтезатор на батарейках, который можно было подключать и играть. Ну, короче, и тут ко мне подходят старшаки и такие, типа, а что ты, типа, Моцарт? А ну давай нам что-то, а ну давай Бумера сможешь? Я такой, типа, ну, окей. Я туду, туду, туду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду. Он такой, а ну давай бригаду. Я такой, туду-ду-ду-ду, туду-ду-ду-туду. Он такой, ого, ничего себе. А помните, была тогда песня «Европа» модная? Конечно. И он такой говорит, а ну давай Европу. Я такой, ту-ду-ду-ту, ту-ду-ду-ту-ту. Он говорит, малой, короче. Если тебя кто-то обидит, если вообще какие-то будут рамсы, ко мне, короче, обращайся. И как-то я иду по району с пацанами со своими, и идет навстречу этот чувак, и типа малые сразу, типа, ох, старшаки идут, все, типа, начинают теряться. И подходит ко мне этот чувак и говорит, здорово, Вадос, как дела, типа. А пацаны такие, ты что его знаешь, чувак, не гони, ты его знаешь. Я говорю, да, типа, мы кореша. Короче, он решает там все мои вопросы. Ну, в общем, так все, собственно, и начиналось. Это позволило тебе при твоей небольшой комплекции и увлечении музыки выбраться с Салтовки в люди, как бы. Понимаешь, крыша, Масштаба. у всех есть крыша. Крыша да. решает. Ты видишь? Ребят, смотрите, это первый инсайт. Крыша решает. Ну, началось все с того, что я вырос, еще раз говорю, вырос в семье музыкантов. Дядя у меня работал тогда в Атланта Шоу и подгонял всякие разные синтезаторы. То есть у меня дома всегда можно было найти либо гитару, либо какие-то... Не все знают, что такое Атланта Шоу. Это... Атланта Шоу — это музыкальный магазин, который был всегда, и я думаю, харьковчане знают 100%. Это магазин, который был еще очень-очень давно. И постоянно подгонял какие-то разные синтезаторы. И в один прекрасный день, когда я уже на тот момент продавал биты с хип-хоп и джея, это такая программа, где можно было из кусочков составлять какую-то музыку, и у тебя получается твой эксклюзивный бит, под который рэперы тогда, как в Харькове все читают рэп, и читали тогда, хотели записать свой эксклюзивный минус. И я тогда продавал... Это сколько тебе лет было? 13 лет мне было. Сколько бабок ты брал за эту 20 гривен. 20 гривен? 20 гривен. Ну, на 20-ку тогда Подожди, можно это, было... Это 2010 год, получается. Нет, это был 2003 год.
Ну, математика не сильная сторона Да, Владимира. ну, Точно. типа 89-й, 90-й. Точно. 85-й. Я просто на секундочку, мне показалось, что нам 20, и ты сейчас вернул меня в реальность, что как бы нам уже почти 40. Давай. Ну, в общем, короче, в итоге я продавал музыку за 20 гривен, и дядя мне говорит, слушай, ну это же, блин, неинтересно вообще из этих кусочков составлять вообще, ну скука Давай просто. подкладывать кокаин в альбомы. Нет, это потом было уже. Так. И он говорит, слушай, возьми вот синтезатор, подключи, попробуй там какие-то эксклюзивные звуки записывать. И у нас тогда на районе была группа популярная, Догма была, и был еще такой МС Воробей. Знаете такого, не? Майк знает. Кадим там, да. Кадим, Воробей. А рифмобит, помните? Рифмобит, это ж все... Рифмобит, это с холодной горы, потому что это уже мне ближе Валера. чуть-чуть. Я начал тогда писать уже эксклюзивную музыку и начал продавать это все по 30-ке. О, 30 гривен — это типа за эксклюзивчик. Это x1,5. То есть это уже- Считаешь? А как ты формировал прайс? То есть есть, смотри, вот просто вот такая вот... Ну вот как бы- смотри, у тебя есть Есть 10 знаменитая гривен. Так. по- Вот с потолка. Вот сколько сейчас у тебя 10 гривен? Вот что ты можешь сейчас позволить себе на 10 гривен? Тогда на десятку можно было позволить себе Ну, мивина стоила 52 копейки, я помню. 50 копеек. 50 копеек, да. Это была соленая Замороженный мивина, сок. а сладкая мивина за 25. Замороженный сок стоил 50 копеек. Батон нарезной стоил 52 копейки. Ну, не знаю, я батонами не питался, поэтому как бы... Ну, это... В общем, все стоило от 50 до 52 копеек. Ну, короче, тогда на 20-30 Гамбургер гривен... стоил руб 92. Руб 99. Мне нравится слово «руб». Ну, это что-то из рупий, индийская культура, не обращай внимания. Ну, короче, и вот так я поднимал бабки в 2003 году. Собственно, вот так все и началось. Смотри, то есть у нас, получается, через, значит, всю эту историю проносится красной нитью политика ценообразования за, значит, единицу сделанной работы, вот, и твое стремление, и рост, опять же. Как бы мы все поняли, что по 30 рубчиков как бы все было нормально, ты, скорее всего, пользовался вниманием девочек. Кстати, об этом хотелось бы тоже несколько слов. Да, конечно, мне нравилось писать музыку, потому что музыка привлекала девчонок. Это, я думаю, как у всех в детстве. То есть, если ты умел играть на гитаре, то есть у тебя всегда были девчонки. Фолловеры. Всегда, да. Ну, Юху! тогда это по-другому называлось, но у каждого музыканта всегда он пользовался спросом, был авторитетом, всегда Как были ты думаешь, девчонки. а вот сейчас, в 2020 году, вот молодежи, это актуально еще? Вот уметь играть на инструментах? Они ж не видятся друг с другом. Или в инсту запилил, как бы, что умеешь играть на фортепиано, и как бы тебе в директ прислали стики. Как это работает сейчас? Как ты думаешь? Слушай, он генератор идей просто. Реально. Где мой телефон? Где мой телефон? Ну просто... Не, ну, девчонкам всегда нравились музыканты. Ну, вот согласитесь. Ну, немножко, ну, хотя бы чуть-чуть. Вот. Ну, то есть, как бы было. Я не девчонка, но я соглашусь. Но И это поэтому- же было живое. Ты сидел такой красивый, молодой, с гитарой, что-то там пам-пам-пам. Ну, а сейчас? Они, ну, я ж тебе говорю... Сейчас, если у тебя есть бабки, давайте по чесноку, если у тебя есть коины и у тебя есть бабки, ты реально классный чувак. А ты думаешь, в 2003-м, Если у тебя были бабки, нету ты был лох? коинов, но у тебя есть бабки, ты все равно крутой чувак. Поэтому, как бы, без разницы. Но непонятно, что может случиться с бабками, поэтому... Ну, то есть, так, в 2003-м играть на инструментах было все равно круче, скорее всего, чем сейчас. Как ты считаешь? Сейчас молодежь растет на другой музыке. Сейчас молодняк... Электронное какое-то... Да, сейчас все, короче, все стало более пластмассовое. То есть сейчас особо не нужен смысл. То есть сейчас ты взял какой-то крючок, типа, я напился, и я тебе сказал пока. Все, хит, понимаете? Ну, то есть какая-то музыка, мелодия из 90-х, все, ты супер хитмейкер. Мне из современных, кстати, очень зашел вот «Фараон». Почему? Блин, не знаю. Вот прям зашел, не знаю почему. Как-то качественно было, сильно качественно. То есть о пиар-компании ты не слышал, да? Нет, вообще нет. А Я какая увидел песня? этот Какая клип твоя любимая песня? на Луне. А 5 минут назад? Ну, тоже неплохо, но не так сильно. Фараон, чем? Блин, не знаю, чувак. Ну, залетел просто все, вот мигом залетел. Не знаю, я, вот откровенно говоря, я фанат Джака Либо. Я фанат Джака Либо, потому что этот человек делает музыку. Во-первых, он делает сам тоже музыку. То есть то, что он пишет, он Блин, ты можешь пишет. мне, ну, как бы хотя бы какую-то песню... Лейла, окей. Все, блин, да, конечно, я знаю Лейлу. Ты знаешь я под её? эту Лейлу, чувак, Ты знаешь умирал, её? чтобы ты понимал.
Где это мы были? На Ибице, блядь. На Ибице, на балконе у меня играла эта Лейла. А Лейла, Лейла, Лейла. Вот, Конечно, знаю. понимаешь? Ты бы сразу сказал Лейла, а то Вот, Джан всё, Халиб. теперь я Нахуй уже не мне Джан- нужен, да, все. Я пойду кальян покурю. Конечно, я знаю Лейлу. Ты ж... Фу. Вадик. Мы Вова. сейчас с Найком. Пойдем. По статистике, мужские низкие голоса, они действуют на женский слух очень сильно. То есть, Я это знаю. к примеру, брать китайцев... Нет, она была не так. Я это знаю. Вот так она. Но на самом деле у китайцев, у них вообще абсолютно по-другому все работает. То есть китайцам нравятся высокие голоса. Почему Витас, Димаш, если вы знаете такого? Димаш — это чувак, который перепевает Витаса намного сильнее, круче. Джастин Бибер. Вот эти все артисты будут пользоваться спросом у китайцев. У китайцев. Мгм. Да, они даже, кстати, в Китае построили храм Витасу. То есть они настолько любят Витаса, действительно, ребята, они обожают Витаса. Что? Да, они построили Ничего себе, в храм натуре это много объясняет. Витасу. Потому что они обожают Витаса. Бля, Витас на самом деле крутой чувак. Если бы он не... Вот это не И понес- если бы что? Если бы не понесло его по бездорожью, А почему? там, где Послушай, у кочки. него там очень- Но я думаю, он зазвездился жестко. Но в какой-то момент его боготворить начали действительно, и он как бы сошел на нет. Китайский рынок — это большой рынок. То есть ТикТок, откуда ТикТок? Это ж Китай, понятное дело. Кстати, в Штатах запретили ТикТок, если вы знаете. Или не Да, знаете. мы более даже глубоко знаем эту Они их ситуацию. выкупили. Глубоко знаете эту ситуацию. Диппер. Да. Поподробнее. Но Интересно. ну, то есть на базе этой компании разразился вообще международный конфликт с точки зрения того, что Америка сказала, что как бы Так не подсматривай тут. там хотя бы глазком. Американское правительство, там, в том числе, значит, одиозный президент сказал, как бы, чуваки, но мы как бы выкупаем эту компанию или как бы всего доброго. Вот, Бизнес, погнал бизнес, да? Да. А китайцы сказали, в смысле, блядь, на секундочку, мы сделали. Вот. И ты знаешь, вот на самом-то деле, с точки зрения вот прайса, на базе которого происходили торги, если ты помнишь, за Инстаграм объявляли 1 ярд, а за ТикТок 50 миллиардов. Ну, потому Сразу, что это сходу. Конечно. Все, Сразу. что новое, Ну вот Инстаграм же намного тоже был дороже. новый. ну, был. Просто всех заебали вот эти бабы, которые сейчас- выкладывают еду постоянно. И голые попы, и вот эти губы. Не, голую, извините, не трогать, пожалуйста. Ну, типа, еда, ладно. Все, голые попы оставляем в Как ты Инстаграме. сказал, сиськи и голые Сиськи и мы голые. оставляем. А тики, кстати, же в Инстаграме нет сисек. Это ты с Порнхабом перепутал, у тебя разные вкладки. Ну, брат, я, ну, как бы, тоже там лажу иногда. Чисто познавательно. Потом поговорим. Да. А Глеба подождать? Да ладно. А Глеб качет, конечно, как папа Карло. Глеб. Глеб, бро, что случилось? Все нормально? Да, все отлично, интересная беседа. Я расскажу историю, кстати, как мы познакомились с Баха. Это очень интересная история. Есть такая штука в музыке, называется референс. Ну, я думаю, как и в любой сфере, там, дизайнеры, клипмейкеры, то есть они дают референс и говорят, вот, нам нравится вот такая штука, вот мы хотим что-то вот типа приближенное. И приходит ко мне клиент и говорит, слушай, вот я услышал такой трек, очень... Это Баха типа, приходит. Это не Баха, это человек просто приходит ага. и говорит, Еще варианты, Аллегрова. например. еще. Анатолий Евтушенко. Внимание, правильный ответ. Давайте, братцы, за ваше здоровье. Давайте. Обнял, приподнял до хруста, как говорит наш. Друг Андрей. Короче, в итоге приходит человек, дает мне референс Бахи и говорит, вот, мне нравится этот трек. Это был тогда, трек назывался... Баха — это криминальный авторитет? Нет, какой-то Джакалип. русский? Джакалип. Джакалип — это Бахтияр. «Секс-наркотики» назывался. Знаешь такой, да? Все, Сейчас что мы включу. любим, секс, наркотики. А, конечно. Секс, наркотики, секс, Наркотики. секс. То есть ты любишь наркотики, да, получается? А ты секс. Все. В итоге, короче, он мне приносит этот трек, я слушаю этот трек и говорю, блин, прикольно, очень по-американски взять то, что, в принципе, у нас не было что-то подобного. Все делали подъездный рэп, делали русскую какую-то попсу, и тут появляется трек, вот реально похожий на западную музыку, но в исполнении казахского исполнителя.
Я беру этот трек за референс, начинаю делать, и у меня тупо ничего не получается. Я делаю. И уже клиент не выдержал, говорит, давай, ладно, в другой раз. Уходит, закрывается дверь, и мне приходит ВКонтакте сообщение от Бахтияра Мамедова. Объебался, это авторские права, сынок. И говорит Баха, типа, чувак, ты так прикольно делаешь, давай попробуем что-то Откуда делать. он знал, как ты Я делаешь? не знаю, вообще, абсолютно. То Так есть может стоит прозвонить в офис немножко? или СБУшникам, типа, алло. Не, ну история прикольная тем, что он написал мне в тот момент, когда я реально сидел и пытался у него, простите, трек. Ты ему сказал об этом? Да. Прикольно. Все нормально, мы порешали. Ну ты же не видел в итоге-то. Это мы вырежем, да? В итоге так и получилось, что он мне написал. Мне очень понравилось его музло, действительно. Он приезжает в Киев, и мы с ним начинаем делать альбом «Если чё, я Баха». И, собственно, вот пол-альбома «Если чё, я Баха» я спродюсировал. Это людям очень понравилось. И даже у нас есть совместное выступление в Одессе. Это его первый концерт. Он тогда собрал 2500 людей в Бонна Бич-клабе. Мы просто сидели на студии, писали альбом. Я сидел с гитаркой, играл. И он говорит, круто, давай попробуем в акустике сыграть эту песню. Я говорю, клево, классная идея. Но я не умею. Нет. А, ты же умеешь, точно. Ну, я не умел, но я сказал, что умею. И мы уже, едем в машине в Одессу на его концерт с гитарой. Нам намутили какую-то клевую гитару, подключились и прямо на сцене тогда сыграли. Фурор был? Был, конечно, был. Это звук, когда девочки довольны очень. Очень довольны были. Это Гагарин Шоу. Короче, идея очень клевая. Смотрите. Так. Мы создаем группу. Так. DJ Blockchain, MC Bitcoin. Это тупо зайдет, я вам говорю, вот серьезно. А Глеб выйдет тогда. Тогда это будет наш, проект, понял? Совместный. А ты будешь инвестором? Почему? Ну, нам нужен чувак, который будет вкладывать бабки. А любому инвестору так и стоит сказать. Ты инвестор, потому что они пи***ть. Не хочешь в эту тему входить? Не надо. Не, я войду в эту тему. Все, делаем группу. Только надо с вокалом чуть-чуть поработать. Я в WhatsApp делаю группе, ты в Инстаграме. Чувак, слушай, я тебе отвечаю, но мы выйдем один к одному. 1 на 1. На раз. Я тебе отвечаю, но тебе понравится. Ты на Я бы шаббат по херачил, как субботам ходишь, боженька, не? послушай. Я не знаю, о чем ты. Ну, Глеб, ты же со мной был в караоке, расскажи ему. Ну, пожалуйста. Да, знаешь, как караоке? Вечера в караоке с Володей происходят. С Володя. Знаешь, как? Володей. Смотри, вот вы приходите, два кента, да, сели, как ты сидишь, как один бухаешь 3 часа, потому что он 14 песен просто вне очередь спел себе, Ага. получил аплодисменты, говорит, ну как тебе? Эгоист, да? Да, а я ушел уже 2 То есть часа назад. пассивный, просто. да, получается? 2 часа назад я ушел, он спел, он в фуроре, у него цветы, люди ездят за цветами, за гвоздиками, за пионами. Иногда он хочет клубники, ну, то есть, ну, кто в чем кидает в него. Он довольный, приезжает домой в 8:30 утра. Ты? А я с 2 часов Третий с ночи... баре в это время сидит. А я С 30 гривнами вот так вот. Давай, отработай эти бабки. Что, не так? Ну, да, давно ты там не был. Это Гагарин Шоу. Глеб, у нас сегодня знаменательное Так. событие. Какое? 18-й, Сегодня очень важный мать день, его, Глеб. выпуск. 18 выпусков прошло, Так. и сегодня что-то произошло. Пару подсказок. Это связано с одеждой. Туду-туду-туду-туду-туду-туду-туду. Футболочки? Друзья, наконец-таки Глеб отдуплился. Да, это можно было К угадать. 18-му выпуску мы подготовили, точнее не подготовили, а мы готовили. И, собственно говоря, вот он, наконец-таки появился мерч «Гагарин Шоу». И я помню этого чувачка, который приблизительно в 4-м или 5-м выпуске. На колени обязательно становиться? Да. А у тебя такого нет. Бля, не подогнали, ну, как бы... Братан, не все сразу. Хорошо, после. Вначале познакомимся, А, хорошо. потом все, значит, Владик. Вова. Значок даете? Мы сразу даем футболку
значок — это предыдущий век. Предыдущая передача. Предыдущая передача. 17-й выпуск. Только у нас, смотри, все футболки одного размера, поэтому тебе платье. Платят? У нас все футболки одного размера, поэтому тебе платят. И это вообще никаким образом не соотносится просто с тем, что ты как бы, ну, знаешь, Может, человек перешли бизнеса. на ты, да, как бы? Я не перешел. Я до сих пор еще держу эту грань, когда вот-вот и дедлайн настанет. Это Гагарин-шоу. Моя самая любимая история, если ты хотел меня, Глеб, спросить, и ты тоже, чтобы ты понял, Может, он сам, насколько тихий омут рядом с тобой сидит. Ты про Этот стрип-клуб? человек... Да. Ну, понятно. Но это моя самая любимая история, я ее обожаю. Вот представь себе, что Глеб предлагал людям купить биткоин. Скажи мне, пожалуйста, самое неожиданное место и самый неожиданный клиент для продажи биткоина? Макдональдс. Smile and say cheeseburger. Very good. Хуй сосать. Еще вариант. Это подсказка. Еще варианты. Еще варианты. Еще варианты. Остров на Журавлевке, мне кажется. Ты продавал там биток. Да нет. Ну, было. Майк, же. погоди. Не, ну было. Там я его вгонял. А у вас КФС есть, нет? Уже да. У нас 3 недели Скажи, очередь была, пожалуйста, как его открыли. Буфет Самое неожиданное. в Приватбанке. Да, смотри, Глеб. В Приватбанке у меня Глеб, там есть пост в смотри, Инстаграме. самое неожиданное место для продажи криптовалюты и самый неожиданный клиент. Значит, по твоей версии, для Глеба это обычно. Давай. Так, значит, Макдональдс отпал. Отпал. Приватбанк отпал. Так, значит. Это у нас ничего не может быть, как сельпо. Почему тебя несет по продуктовым магазинам? Он давно не ел. Вы можете мальчика накормить? Я вас У него в умоляю. райдере была котлета, понимаешь? Котлета. По-киевски. По-киевски. Смотрите, мне ничего не надо, я приеду, если будет котлета. Смотри, Глеб Денег. с друзьями в стриптиз-баре. Это так банально, очень банально. Банально, В когда... касте, да, типа в касте. Не-не-не, чувак, банально это когда ты просто там типа веселишься, и стриптизерша рядом с тобой висит. Не банально, как сделал Глеб, когда стриптизерша все заработанные деньги вынесла из завели. каморки к нему и сказала, Ага. это на покупку То биткоина. есть вы развели, получается, стриптизершу. Что здесь развели? В смысле Я развели? продал. Подожди, алло. Я открыл кошелек, Воу-воу. взял у нее бабки. Мои друзья охуели. Ну, типа, стриптизерша мне принесла $700, сказала, Ты можно мне привык в стриптиз-баре вкладывать сюда, а Подожди. Глеб забирал оттуда все это время. Подожди. Все принес- на блокчейн. Мне принесли $700. Это тебе в прокуратуре так говорили, да? Нет, я тебе говорю, я открыл ей кошелек и 0,1 биточка туда скинул, положил $700 в карман и продолжил мероприятие в Хорошо. обратную сторону. А карточкой проводил вот так? Это из другого. Это из неизданного. Ну ты представляешь вообще просто Не, ну, такую типа, ситуацию? У тебя нет, хоть есть ну, хоть на один самом товарищ, который не сувал стриптизерша, а стриптизерша сувала ему? Это в Таиланде, опять-таки. Вот он чертовски прав. А я не был в Таиланде. А я тоже не был. Но знаешь много. Ты был в Таиланде? Нет. Конечно же, нет. Надо съездить. Мы многое пропускаем, пацаны, мне кажется. Это Гагарин-шоу. И вот начинается наш блок новости криптовалют. И сейчас человек, который весьма не осведомлен, Вообще, а что это за хуйня? расскажет нам в 2-3 словах относительно происходящего в мире. Канье Уэст. Биткоин-сообщество понимает истинную свободу человечества. Как сообщает Форклог. Биткоин-сообщество имеет представление о том, как освободить Америку и человечество. Об этом заявил известный рэпер и кандидат в президенты США Канье Уэст. Но он же как бы не прошел. Это Да, какая-то не прошел. устаревшая Да, это информация. устаревшая информация. Все прекрасно знают, кто будет президентом США. И это... Вторая попытка. И это... Трамп. Джо Байден. $100. $100. И у меня процент 20%. Сколько? 20.
Ты, блядь, не на музыкальном лейбле, блядь. 2. Бери дэшку и нормально. 15, хорошо, Давай, 15. все, 15. 17. 17. Кто взял человека он же из еврей, Израиля ну сюда чё, привез на не прямом слышали? слышали? Да, 15 и все, и нормально, поехали. Я тебя умоляю, пожалуйста, прошу тебя. 16. Сука, блядь, в последний момент. Да, вот закинул, да. Короче, ладно. Кенни Уэст. Давайте про Кенни Уэста. Да. Биткоин-сообщество имеет представление о том, как освободить Америку и человечество. Об этом заявил известный рэпер и кандидат в президенты Кенни Уэст. Уаст. Это лишнее. Это уже все. О сообществе он говорит так. У них действительно есть представление о том, какой будет истинная свобода для американцев и человечества. Именно они и ребята из технологической отрасли смогли использовать новые информационные каналы и создать следующий рубеж нашего существования. Нет, ну смотри, в целом очень похоже. Прям, блядь, я даже не отличил его черный рэп от твоего речитатива невероятно. Самое главное, что там нету этой ебаной буквы, которую я просто тупо не могу Да, выговорить. а реально. ты ее просто не выговариваешь, ее нигде нет. Да мне вообще похуй на эту букву. Смотри, когда ты говоришь, этой буквы нет нигде. Понимаешь? Какой бы ты текст не читал, просто Слушай, а он- буквы «Р» нету! Он важный член или нет Ну, вашего передачи? нет, ты можешь делать все, что хочешь. Я извиняюсь, это ни в коем случае... Нет, я извиняюсь. То есть, если мы с ним попадемся, то есть, как бы... То я после получу передачи- безусловно. Все. Как ты считаешь, хорошая это новость или плохая? Я считаю, что рэпер, у которого есть биткоин, это неплохо. Но рэпер, который собирается в политику, это, по-моему, не очень хорошая идея. И, собственно говоря, как показала практика, Ни один музыкант не будет президентом. Нет, стоп, подожди. Подожди. нахер ты человеку ломаешь карьеру сейчас прямо здесь. Нет, ну я считаю, что... А ты бы хотел быть презиком, кстати? Презиком нет. Презиком нет, но... Ну, никогда я не думал. имею в виду президентом. Я как бы министр культуры, в смысле. Мне не надо быть президентом. Я министр культуры. То есть я могу сделать культуру в Украине. Министерство. Могу. А я, кстати, тебе, чувак, скажу, вот сейчас вот прям вообще юмор отключу и скажу, что ты бы точно мог стать министром культуры. Потому что в тебе есть Откат дадим, да, ему? абсолютно точное понимание того... У тебя есть чувство вкуса, во-первых. Это то, что Спасибо, тебя... а как ты это понял? Ебать, ну потому что ты работаешь с Аленой. Молодец, дальше. Ну, тут как бы- Продолжай. С Халибом. Хорошо, дальше. Кстати, Лена, новый проект вышел. Игорь. Дальше. Не, Никита. Не, на самом деле, если Забиваем в базу. То есть раньше мы по фамилии. Ну а за месяц. Не, на самом деле, я тебе хочу сказать честно, вот у тебя есть чувство вкуса, ты душевный, понятный чувак, ты из Харькова, и можно как бы... уходить домой, да? Я считаю, что мы, харьковчане, мы всех сильней, понятнее, вот, а с теми, с кем не сильней, с теми мы подружимся, порешаем вопросики, вот, и мы все могли бы быть президентами, например, я, Глеб мог бы быть министром финансов, вот у нас там Леша ушел, он мог бы быть министром цифровой трансформации и ебать весь мир, а ты будешь министром спорта. Хорошо, математику надо Какого знать, нет? спорта? Вот и я спрашиваю, какого спорта? Какого Выбирай, спорта? шашки или баскетбол, Глеб. Ты можешь не пить до того, как ты чокнулся? Ты министр или кто? Я ж министр, точно. Это Гагарин-шоу. Братья Уинклвосы. Угу. Знаешь, что это Интересно, такие? интересно. Знаешь, что такие братья Уинклвосы? Ну, Ты смотрел фильм «Социальная сеть»? Facebook, знаешь, что такое? да, конечно. Помнишь, были ребята, которые Было придумали бы странно, если бы он Facebook? сейчас сказал нет. Эти ребята придумали Facebook. А господин Цукерберг украл эту идейку. Цукерберг.
И потом им заплатил денежек, и они на все эти денежки купили биткоины. Ну, правильно, как поступил настоящий еврей. Ну, так делают всегда Да, все. но евреи. Винклвосы тоже не пальцем деланные. И не все свои деньги, полученные за Facebook, за них купили биткоины. Так вот, эти ребята стали первые в мире миллиардеры, биткоиновые миллиардеры. Чувак, ну на после самом деле это Сатоши фантастика, Накамото. просто продать долю в Facebook и Не купить продать, биткоин. отсудить. Ну, отсудить, неважно. Ну, и купить Не, биткоин. не, стоп. Отсудить и продать — это вообще разные вещи. Почему? Ну, отсудить, типа, это отсудить, типа, это получить свое, а типа, продать, вложить, это... Но они получили всего 78 миллионов. Не, ну они Отлично, после замечательно. суда вышли и сказали, типа, мы заработали. Если бы у тебя было 78 миллионов, ты бы купил бы биткоин? Если бы у Глеба было 78 миллионов, все, я тебе говорю, ну это, блядь, мне страшно даже представить. Так вот, братья Винклвосы считают, что $500 тысяч за один биткоин – это лишь вопрос времени. Основатели криптовалютной биржи Gemini, братья Винклвосы, подтвердили, что свой предыдущий прогноз, заявив, что рано или поздно биткоин будет стоить $500 тысяч. Кэмерон Винклвос сказал, вопрос не в том, будет ли стоить он 500 тысяч или нет. Вопрос в том, как быстро это произойдет. В действительности даже эта оценка, мне кажется, весьма консервативной. По-настоящему игра даже не началась. В чувака встроена бомба, ребята, я извиняюсь. Смотрите, просто я хотел бы вовремя уйти. Короче, биткоин — это будущее, по словам братьев Винклвосов. Это Гагарин-шоу. Кубинцы платят за биткоин-переводы 25% комиссии. Чтобы получать денежные переводы из-за границы и обойти банковскую блокаду страны, кубинцы обращаются к биткоинам. При этом они выбирают посредников, которые берут комиссии до 25%. Вместо того, чтобы отправлять криптовалюту напрямую на биткоин-кошельки своих родственников, посредники получают биткоины, конвертируют их в фиатную валюту и осуществляют ее личную доставку. Это объясняется тем, что кубинцы совсем не разбираются в новых технологиях, в том числе из-за того, что не имеют доступ к банковским услугам. И это сегодня не даст соврать Леха, Глеб и все и же присутствующие на C-левеле, что это ребята, как мы сегодня? Биткоин-брокер. Это брокер. Whitebit-брокер. Чуваки на Кубе не разбираются, и поэтому чувак чуваку перекидывает на кошелек, и чувак доставляет кэш наличными. А знаешь почему? Давай. Они не знают, что такое MasterCard даже, понимаешь, на Кубе. Кубинцы не знают, что такое MasterCard элементарно. Ты говоришь про биткоин. Какой биткоин на Кубе, в смысле? Говори лучше виза. Я просто не понимаю, как ты полюбил MasterCard, если... Ну смотри, ну тут же было написано MasterCard. Тут же было где-то написано. Проще было выбрать для себя виза и как бы, ну... Ну кубинцы, ну реально, кубинцы не шарят, что такое биткоин. Да, понятно. Ну поэтому их наебут. Это Гагарин-шоу. Toyota запускает пилотный проект цифровой валюты. Как сообщает happycoin.club. Давай. IT-подразделение крупнейшего автопроизводителя Toyota готовит пилотный проект цифровой валюты совместно с японской криптовалютной биржей Dicuret. Дикюре. Т не читается. Dicuret. В Toyota Systems работает 2500 сотрудников, каждый из которых получит право на получение социальных выплат. Разновидность пособий сотрудников в новых Токенах. Также они смогут покупать предметы, которые можно было приобрести за баллы компании. То есть, Братан, вы поняли? это оцифровка Toyota. То есть Toyota, короче, Toyota оцифровывается. Расскажи, что такое оцифровка сектора реальной экономики. Оцифровка, типа, я понимаю, что такое, но... Чувак, типа, ну это, во-первых, твоя в- тема, оцифровка активов в секторе реальной экономики. Но если ты меня просишь, то я, конечно же, нет, да и ляпну пару Пока слов Леша на этот вышел, счет. правильно? Так вот, смотри, есть много на сегодняшний день тем, которые ни для кого непонятны. Ну, то есть, типа, там... собственно, венчурные- Музыкальный продюсер, Смотри, например. Да, это вообще каменный век. Бро, ну музыкальный продюсер, это, по крайней мере, понятно. Ну, смотри, для меня, например, тебе. музыкальный продюсер Только тебе. в моем Хорошо, ассоциативном ряду это человек, который тебя постоянно т***ет. Не совсем. Когда ты услышал первый раз о слове биткоин? В 2017-м. Хорошо. А музыкальный продюсер? Так, пиздец, как давно. Все, шоу закончено. Похлопаем, все. Всем пока. Это Гагарин-шоу.
Шоу. Власти Бурятии одобрили строительство майнинг-центра. В Бурятии появится крупный дата-центр для добычи биткоинов. Распоряжение об этом подписал глава республики Алексей Цыденов. Дата-центр мощностью до 100 мегаватт расположится в поселке Мухаршибрь. Мухаршибирь. Помещение. Мухоршибирь. Что непонятно? Мухоршибирь. Я первый раз Мухаршибрь, слышу, правильно. первый и последний раз слышу вообще о таком поселке, честно. А тебе там еще концерты А давать. Бурятия, ты знаешь, где? Не, Бурятия, в смысле? Будешь... Уважаемая Бурятия. Где находится? Приходят к тебе на лейбл чуваки и говорят: здравствуйте, я Оксана, у меня отец депутат, мы бы хотели сделать 5-6 альбомов. Ты такой говоришь: поподробнее, пожалуйста, об ну, ты этом. и выглядишь хуйненько. А ну, спой что-нибудь. Она такая: ты говоришь, и поешь хуйненько. Сколько денег у отца? Она говорит: ну, 30-40 смело бросит, сразу. О прям. биткоинах Ты мы такой: сейчас говорим, да? мне нравится, хорошо, а ну-ка, заходи поближе. И она такая, Нет, типа: а как не будет так развиваться всё. моя карьера? Не ты так. такой: вначале ты поедешь в Мухаршибрь. Не-не-не. Это Мухоршибирь. какая-то выдуманная история из какого-то кинофильма. Слушай, а было такое хоть раз, когда приходили и просто швырялись бабками, типа: послушай, я буду музыкальный. Вот так вот именно, знаешь, я буду делать. Ты знаешь, я тебе скажу Кроме так, Вовы. что Кроме меня. Я обожаю свою работу, Да, это понятно. но у меня была такая интересная история, когда приходит девочка, начинает петь. Может, уже за стол переместимся? Там? Девочка вообще ни хера не попадает в бит, ни хера вообще звукоизвлечение просто говно. У меня Как была... ты сказал, звукоизвлечение? Говно, да, звукоизвлечение. Звукоизвлечение? Звукоизвлечение. Что это Ни такое? одной Подожди. буквы «Р», между прочим. Стоп, я 2 секунды. Что такое звукоизвлечение? Я представляю себе, то есть из нее исходит Это то, звук, что и идет вы из его её- извлекаете, Конечно. как музыканты. Микрофонами. А, В рот. Микрофон. так, Это а что зонд говно называется, конкретно? зонд. Она передает плохо или вы извлекаете Смотри, мы плохо? берем микрофон, ставим. Она Так. начинает петь. Так. Это и есть звукоизвлечение. А, вы просто поставили микрофон, она Конечно. плохо в него поет, это Конечно. звукоизвлечение? Вот, все просто. Короче, по поводу девочки. Так. Приходит девочка. Так. Звукоизвлечение не очень. Она начинает петь. Все очень плохо. У меня есть всегда в моей команде девочки, которые вытягивают таких девочек. Как мы неожиданно Послушай, превратились подожди, в подожди. Дудя. блядь. Просто... Приходит девочка. У меня Приходит- единственный вопрос. Сколько ты зарабатываешь, если у тебя тачка, и Есть. все, и конец передачи? Приходит Всё. девочка и начинает вытягивать. То есть она говорит: а я поняла, что это все говно, я могу спародировать это все. Она приходит. Мы ей ставим микрофон, она начинает петь. Начинает пародировать голос того человека, того артиста, который просто не попадает ни в одну ноту. Она пародирует этого артиста, и мы делаем из этого конфету. Стендап. Это Гагарин Шоу. Хакеры взломали сайт Трампа и потребовали Monero, как сообщает forklog.com. Сайт прибыл... Все, болезнь Пока ты влево. немножко запнулся, я бы хотела А ну-ка, подожди, что бы ты хотела? нашему гостю. А у тебя со слухом беда, она с другой стороны. Что? Я могу быть с разных сторон. От Гагарин Шоу. От Гагарин Шоу, наш первый мерч, Наш брат. первый мерч. Первый мерч отправляется в копилку продюсера. Первый мир. Пожалуйста, носи с Еще и удовольствием. Элечка. Это просто Элечка. Это просто- Покажи, что сзади. Помимо Это обязательно прямо такого сейчас делать, принта, конечно. Вот такой Гагарин вот Шоу. такой вот мерчик улетает просто на Это Киевщину. пушка. да? Охуенно. Это так красиво, это как красиво. Да, чувак? Мне кажется, я в этой футболке буду охуительно спать. Охуительно. И тебе будут сниться самые лучшие Самые сны. биткоинные Самыми дорогими шляпами мира ты будешь спать в этой футболке. Это Гагарин Шоу. Пока министр расхваливал экономику Турции, лира пробила новое дно. Как сообщает eadaily.com. Министр финансов Турции Берат Албайрак накануне 27 октября провел встречу с иностранными инвесторами, организованную Citibank. На встрече он отметил: Турция – это сильный, большой рынок со средним классом, с растущей покупательной способностью, быстрым экономическим ростом и валовым внутренним продуктом, который утроился за последние 20 лет. Однако, пока министр финансов выступал с речью перед иностранными инвесторами, обменный курс турецкой лиры к доллару США
упал до отметки 8,17, зафиксированных своей очередной исторический минимум и подчеркнув реальные проблемы турецкой экономики. Вывод. Не надо выступать перед представителями США. Мне кажется, смотрите, какая ситуация. Это диверсия. В момент выступления министра финансов Турции 5 секунд. курс обвалился и обновил 2, минимум. 1, все. Вы понимаете? То есть это была У нас диверсия. кассета закончилась. Камеры стоп. Ребят, ну смотрите, если без шуток. Во время выступления министра финансов курс турецкой лиры обвалился. Не кажется ли вам, друзья, как осведомленным в происходящем на международной арене, что это может быть какого-то рода диверсия относительно министра иностранных дел? Подстава 100%. Что думаешь, Глеб? Я думаю, что он не диверсию сделал, а диверсификацию. Кто именно? Он заранее слил все лиры в баксы, обвалил и закупился на лоу. То есть это получается как Эльвира Наебина. А как зовут нашу подружайку, которая сейчас в Лондоне живет, а перед этим управляла украинским банком 5 лет? Гонтарева. Нет, это Валерия Алексеевна. Валерия Алексеевна. Я считаю, что Валерия Алексеевна была первой на протоптанной дорожке, а Берат Албайрак второй. Ввиду того, что наш гость сегодня — это известнейший музыкальный продюсер, мы через небольшую совершенно взяточку пригласили гостей, которые, значит, нет-нет, да и проявят свое творчество в присутствии нашего гостя. Встречайте! Достоевский FM. Парам-пам-пам-пам. Ты ведь знаешь, почему я не сплю по ночам. Ты ведь знаешь, почему я не хожу к врачам. Ты ведь знаешь меня на все 26 латинского. Ты знаешь меня по запискам. Ты ведь знаешь, откуда этот пепел правильно со вчера. Ты ведь знаешь, я хочу немного выше, чем чердак. Ты знаешь, я не рисую, я бесполезен в этом, но не безнадежен. В общем, короче, я за сигаретой. Все пройдет, только не мимо меня. Все пройдет, только не мимо тебя. Все пройдет, только не мимо всех тех, кто ждет своей очереди. Все пройдет, держа нас за руку, хромая на правую или левую ногу, дефектами прочими. И дефектами прочими. Дефектами прочими.